Всем привет! Сегодня вот про простую такую скетчевую штуку, для которой даже особо не нужно уметь рисовать. Как видите, она построена на очень простой технике, ничего сложного. Как нарисованы деревья, как нарисованы домики, как нарисована набережная. Простые идеи для скетчбука, да. Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. Я думаю, чуть-чуть информации про то, как рисовать вот такие супер простые скетчи, не помешает никому. Это же удивительно просто. Ты берешь перо, тушь, или ты берешь ручку, или ты берешь линер или маркер и делаешь такую зарисовку. Она чистая, создает впечатление такого залитого светом пространства и доставляет много радости за буквально минут за 5. Это то, что я предлагаю любому рисующему человеку ввести в свою постоянную практику. Вы берете и делаете немножко фантазии из головы. Или это реальный вид, или это то, что вы нагенерировали, напридумывали. Это то, что нужно делать постоянно. Это то, что я делаю постоянно. Для вдохновения и заряда бодрости еще вам немножко моей графики. Это картинки из моего рабочего скетчбука. И это те видео, которые скоро выйдут на канале. Я сделал большой контент-план практически до Нового года. По понедельникам в 10 вечера будут выходить вот такие вот супер простые видео. Думаю, они будут полезны в первую очередь ландшафтным архитекторам и дизайнерам. Согласитесь, это просто стильно и эффектно. На моем канале каждый понедельник в 10 вечера такие штуки. Для того, чтобы вам было легче и проще понимать скетчинг. Для того, чтобы люди радовались, когда глядят на ваши красивые наброски. Согласитесь, они же супер простые. Можно будет брать мои видео и рисовать одновременно со мной. Кто так делает, обычно получает неплохой результат. Это очень хороший метод учиться. Черно-белая графика прекрасна и благородна. И своей простотой и легкостью приносит огромное количество удовольствия. Я обычно на своих курсах говорю, что то, что вы делаете, должно вам приносить удовольствие. Если так происходит, то вы не останавливаетесь. Если вам тяжело, трудно, то приходится преодолевать себя. И вот в моей рабочей практике это был прям такой необходимый момент. Мне нужно, чтобы было сразу хорошо, быстро, очень просто, и я сразу мог показать другому человеку. Ну и я нашел такие паттерны. Это оказалось в первую очередь перо и тушь. Я думал раньше, ну зачем мне такой материал, это же древний, олдскульный, зачем мне такой поворот? А оказалось, что оно дает такие невообразимые элементы, которые делают рисунок классным, очень лаконичным и супер классным. Как это происходит? Это, ну, такое чудо. Потом это удалось перенести немножко на другую графику линером, графику маркерами, немножко какие-то любые материалы, даже графика с помощью кофе. Вот это интересно. Базовые принципы, которые заложены в пере и туши, это превосходные штуки. Но вы видите, как это работает. Это супер просто и супер эффектно. Особенно в контексте инктобера, который идет к нам с 1 числа, начинается, про вот эту вот всю красивую работу пером и тушью. Этот ролик получился уже как некий анонс того, что будет на канале. И уже выложена, только будет отложенная публикация. Смотрите каждый понедельник. И делайте обязательно свой километраж. Я свой километраж делаю. Иногда получается лучше, иногда получается хуже. Нет проблемы, нет разницы. Это процесс тренировок, да. Это как спорт, в котором очень много красоты и творчества. Вот там чуть справа торчит мой рабочий скетчбук. Это мой творческий скетчбук. И вот такие орнаменты. Что я это делаю? Зачем? Я делаю это для того, чтобы в мои руки пришла эстетика. Я и танцую тоже для того, чтобы в мои руки, в мою голову, в мою жизнь пришла эстетика. Она порой может быть странная, она может быть неконтролируемая, но ее достаточно много. Потому что я много тренируюсь, и это чуть Петербурга.
Хочу проговорить самую суть скетчинга, самую-самую-самую внутреннюю суть скетчинга. Вы не ждете, пока у вас будут материалы, там, которые я рекомендую, или которые вы считаете нужным, которые помогут, как вам кажется, сделать там красивый рисунок. Вы действуете здесь и сейчас прямо теми возможностями, которые у вас есть. Что у вас есть под рукой, вот тем вы и рисуете. И вот это вот позволяет не останавливаться в тренировках. Человек тренируется, он хочет, например, результат, но он не может пойти, например, к дорогому фитнес-тренеру или не может себе позволить там какой-нибудь зал там в силу ряда каких-нибудь причин. Просто у него может быть не быть времени, но он должен тренироваться, если он хочет результаты. Точно так же и в скетчинге вы должны брать, что есть, и делать подходы повторения. Я вот так делаю. Ну, я часто рисую просто, чайной ложкой. У меня есть кофе, слава богу, у меня есть кофе. И вот сейчас у меня есть кофе. Я беру чайную ложку и лист и рисую на нем. Не обязательно вы должны рисовать на листе. Это может быть картонка, может быть там кусок обоев, может быть пакет какой-нибудь бумажный, все что угодно, салфетка. Я на салфетке, вот где-то у меня вчера были эскизы, вон они лежат, да. В общем, вот, это не важно, вы просто должны реализовать и показать свою мысль. Мысль должна быть, без этого никуда. Конечно, вот то, чем рисую я, это русская перо-звездочка. На мой вкус оно совершенно превосходно, невероятно и круто. Оно дает удивительный тип штриха. Оно в меру жесткое и в меру мягкое. Оно поддается давлению, делает вариативный штрих. Помогает приносить ему рисунок такую эстетику, которую я сам бы, может быть, и не принес бы. Не смог бы сделать то, что делает оно. Я использую его как раз потому, что оно делает мне вот такие вот маленькие деликатные моменты, которые складываются в общую эстетику. Что это за моменты? Это такие штрихи, завитушки, такие характерные штучки, которые делают мой рисунок простым, но очень эффектным. И, например, линер не может вот так действовать, как перу. Вот это превосходные линеры, я их реально рекомендую, потому что у меня прям практически рабочий инструмент. Но, конечно же, с ними невозможно реализовать полностью тот штрих и тип линии, который дает олдскульное перо. Но все же они странным образом позволяют делать такой штрих, который напоминает идею пера. И вот, собственно, поэтому я ими и пользуюсь. И иногда пользуюсь вот такой странной штукой. Это какой-то no-name маркер. Когда у меня есть идея делать мой скетчинг не в скетчбуке, а на чем-то большом и предметном. Например, недавно рисовал на старой двери. Это было интересно. И вот таким большим маркером, огромным, это делать легко и удобно. Очень хорошо начинать вот с таких тренировок по скетчингу. Вы делаете маленький какой-то момент, такую маленькую зарисовку, микрозарисовку. Я также все время говорю на курсах, что вы должны идти маленькими шагами. Если вы пойдете большими шагами, это история преодолений. Если вы маленькие шаги введете в систему, ведете в фоновый какой-то режим, будете делать чуть-чуть, буквально несколько итераций. Маленькое дерево, маленький, супер простой домик, но на регулярной основе, то будет хороший эффект. Вот серьезно, это будет просто хороший эффект. Вы думаете, там осталось времени сколько до Нового года? Могу я, например, ничего не умея рисовать, прийти к хорошим простым стильным наброскам? Это возможно, реально возможно, если вы делаете вот такие вот итерации, но на постоянной, на регулярной основе. То есть, каждый день и несколько микроштук. Микро такая штука, сколько может занимать времени, там, минуту, 2, 3, 5. Если интегрируете это в рабочий процесс, там, в свои бытовые дела, невозможно не найти 5 минут. Это нужно просто не хотеть найти эти 5 минут. Вот. Тогда там к Новому году уже будет у вас другая эстетика. Если вы смотрите мои видео, то вы будете перенимать тот стиль, который рисую я.
Вы смотрите и будете принимать, ну, например, характер движения руки. Это все супер важно. Это моя там 5-6-летняя история скетчинга. Вы смотрите, ваш мозг запоминает, и это ваша реальность. Вы думаете, вот именно так я должен двигать штрихом. У него получается это эстетично, ну, мне это подходит. И мозг думает, окей, я буду постепенно приближаться к этому. Но для этого нужен километраж. Километраж в скетчинге и регулярность повторений. Если это есть, то все получится. У меня на канале начали выходить ASRM видосы, вы можете просто совместить приятное с полезным. Их хорошо смотреть для отдыха. Я там просто рисую пером и тушью, и вы слушаете звук шкрябания пера по бумаге, и это производит в голове очень интересный, странный эффект, удивительный эффект. Это дает прям такое вот удовольствие, и мозг как будто бы говорит, о, это что-то невероятное. И он расслабляется, и очень круто отдыхать. Ну, попробуйте. У меня есть отдельные видосы на этом канале, и есть целый канал, более направленный на англоязычную аудиторию, на котором я буду делать, наверное, в ближайшее время. Там мои англоязычные видосы и немножко, чуть-чуть, где я стараюсь говорить по-английски, и такие больше ASRM-видео, направленные на международную аудиторию. Не нужно языка, чтобы понимать то, что я там делаю на экране. Вот, можно идти на тот канал, там ссылка есть в описании, и смотреть. Там их довольно много, пока еще больше, чем на русском канале. Ну, на русском канале они тоже будут, и можно сидеть и отдыхать, релаксировать, так смотреть, и вот так вот понемножку, опосредованно, по чуть-чуть принимать технику через то, как вы смотрите, когда рисует другой человек. Если вам нравится моя техника, то нужно использовать этот момент. Это и отдых, и, ну, такое, в какой-то степени обучения. Плоды от него будут, если вы будете практиковать, но так посмотреть тоже, мне кажется, очень клево. И я, когда сам слушаю это, прям я релаксирую очень сильно. Покажу еще тушь. Ну, я использую, опять же, Winsor Newton. Они крутые, потому что немножко, может быть, не бюджетные, но мне подходит. И банка классная. Как происходит процесс? Берешь, открываешь. Я вот делаю вот так, тык-тык. И берешь перо, кладешь его на стол и думаешь, сейчас я нарисую что-нибудь простое и симпатичное. Вы помните, что не обязательно использовать его для превосходных результатов. А вот это вот, ну, это то, что может быть в любом магазине под рукой. Ну или вообще вот это вот, почему нет? Или, например, вот это. Если у кого есть такие автоматические перьевые ручки, это тоже очень круто. У меня Бинелли, она невероятна. Вот это, например, Линер из... Не помню, магазин Тайгер. Но это итальянский магазин типа ленты, но тоже неплохая штука. Такая, я довольно много ими рисовал. Ну, такие симпатичные. Есть вот такие вот прикольные ручки. Тым-тым и пен. Они одноразовые. Они перьевые, одноразовые и стоят, по-моему, 200 рублей у нас в Петербурге в магазине Get Pen. Рекомендую тоже. Ну и какой-то вообще рандомный маркер. Такой, да. Центропен нормальный. Вполне себе. Полезный инструмент. Но материалы — это не самое важное. Они придут по мере практики. И как я думал раньше, как мне облегчить свой процесс, как мне ставить руку, как мне делать какую-нибудь правильную штриховку, сколько у меня проблем, невероятно просто, сколько у меня трудностей. И у меня очень мало времени, я должен начать вот с правильных каких-то суперправильных моментов. Но реальность оказалась такова, что никто мне правильных моментов не давал, а мне нужен был какой-то свой очень странный, любопытный путь, который вот сейчас, сросся. А раньше я его не видел. Я не видел, чтобы кто-то, подобным духом рисовал еще в подобном контексте, в задачах архитектурно-пейзажной, ландшафтной практики. Я думал, и что я должен делать? Вот и я делал километраж. Подход. И неправильно, но все равно это дает такую массу
необходимой информации и материала, которые потом срастаются именно в вашу технику скетчинга, именно в вашу технику рисунка. Вот это вот обалденно. Если вы ничего не делаете, ну, то извините. Извините, окей, это ваш выбор. Anyway, если вы делаете подход, то супер, хорошо развиваются ваши скиллы и умения. Но это вот, мне кажется, главная такая штука, которую нужно понять и практиковать. Попробуйте взять вот этот вот рисунок, ссылку я добавлю в комментарий, в закрепленном комментарии будет ссылка на этот рисунок. И открыть его, например, там у себя на компьютере или на телефоне, положить его и попробовать порисовать вот эту вот историю. И, например, можно начать с рисования дерева. Вы должны сделать вот такую вот простую элементарную форму и откинуть там идею ствола вниз. Вот здесь вот побольше тени, потому что тень скапливается внизу дерева. В принципе, это все, что нужно знать о том, чтобы нарисовать такой скетч. Дальше километраж. Делайте вот такую вот простую композицию. Смотрите на мой рисунок и добавляйте свои рандомные элементы. Самые простые, ничего сложного. Вот у нас дерево, вот у нас внизу корябки, вот у нас идея ствола. Я окунаю перо в тушь, и это восторг, просто какие звуки. То же самое, например, с домиком. Вы видите, этот домик построен просто как прямоугольник. Вот этот построен в перспективе, тут небольшие сокращения. Но если вы только начинаете скетчить, не думайте про перспективу. Подумайте о том, что набережную можно отразить и в таком плоском виде. Ну, на самом деле, и этот домик в перспективе, но мы можем понять это только вот по скосам углов. Так что это пренебрежительно мало. Пробуйте развивать вот такую вот эстетику штриха. Миксировать линии между собой. И смотреть, как это работает, как плотность появляется. Если вы ожидаете алгоритмов, то это не на мой канал. На мой канал это практика. От практики появляется вот эта вот опытность. От опытности появляется эстетика. Нельзя простым таким легким способом и не тренируясь зайти в историю, ну, вот такую вот. А тренируясь, можно зайти туда по-простому. Ну, это вот такой вот парадокс. Добавлю для примера сюда одно окошко. Они рисуются очень просто. Вот такая вот наверху кружочек и вниз две палочки. А потом радостно заполняем пространство. Таким образом. Вот пришло окно. Ничего сложного, правда? Вот, пожалуйста, повторяйте вот эту вот историю. Смысл главный, большой, он, в общем, такой. Если вам это делать просто, тогда вы будете это делать. Если вы будете это делать регулярно и просто, то тогда придет эстетика. Если вы будете делать это регулярно просто, то это станет вашей сильный скилл, и вы можете давать информацию. Например, если вы архитектор-пейзажист или архитектор, или дизайнер, интерьеры, там вся вот эта вот история. Если для вас рисовать скетчи супер легко, то вы будете это делать, и это будет расти. Расти как тренировки. Если вы не будете это делать, то и скилл расти не будет, и у вас не будет этой суперсилы. И таким образом очень легко и удобно можно показывать идеи. Ну, предварительно, конечно, идея должна быть в голове. Ну, нужно идти вот через то, как я, например, думаю про концептуальное проектирование, создание идеи, от этого отталкиваться и выращивание этой идеи из культурного контекста. Это paesaggio culturale, ну, такая большая интересная очень тема. И если идти через это, то идей миллион, идей множество, и их нужно показать там каким-то образом. Вы просто выкладываете это на бумагу, пишите вид отсюда, например, там пишите подписи, там какая иллюстрация, про что мы говорим, очень много информации можно дать. Простыми вот такими вот вещами, простым скетчингом. Удивительно, как можно много дать информации. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите внизу, там в описании к видео много моих видосов. Смотрите там линк на мой ютубовский
некий канал СРМ, где можно просто смотреть видео радостно и смотрите, как ходит перо, и слушайте вот это вот шур-шур-шур-шур-шур, вот эти вот все звуки, да, это очень круто. Кажется, или я не уверен, там внизу должна появиться кнопка «Спонсировать», поэтому если кто хочет угостить меня кофе за мою информацию, то можете нажимать эту кнопку «Спонсировать», и каждый месяц мне будет от вас прилетать там что-то 250 рублей, если я ничего не путаю. А нет, мне-то прилетать будет гораздо меньше, потому что YouTube берет, кажется, если ничего не путаю, 70% от этого. Так что, может, это бессмысленно. А напоследок то, что я думаю, я сейчас пытаюсь активно запустить, думаю, каким образом это можно запустить. Какой-то вариант своей школы, которая переходит из онлайна в офлайн. И я думаю, это для Петербурга. Сделать в первую очередь для Петербурга и протестировать. И ищу для этого какое-то пространство, где можно или стартовать, попробовать там обкатать эту схему. Работает она, как она работает, и комфортно ли мне. В таком или бесплатном, или условно бесплатном режиме. В общем, я думаю, ищу такие варианты. Если у вас есть какие-то идеи, то посоветуйте, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, это должна быть, как у меня было раньше, может быть, 7-10 человек, которые приходят ко мне на курс. Или это будет однодневный или трехдневный, как раньше, суперинтенсив. Или это может быть регулярные встречи там по воскресеньям где-нибудь на 3 часа с какой-нибудь оплатой в районе, там, я не знаю, там, нужно подумать еще, какая может быть оплата. Это точно, скорее всего, не донейшн, а будет какая-то фиксированный момент. Или это будет офлайн курс, растянутый, скажем, на месяц, чтобы надежно прокачаться. В общем, я думаю про эту историю. Думаю, в первую очередь для Петербурга. И на Петербурге буду это все обкатывать. В общем, если у вас есть идеи по этому поводу, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот, меня зовут Эдуард Кичигин, и я ландшафтный архитектор. И смотрите другие суперполезные видосы у меня внизу в закрепленных комментариях. Там вот все вот эти вот штуки. И тоже ссылка на сфотографированный рисунок будет тоже там внизу в закрепленном комментарии. В общем, пробуйте, делайте подход, и всем хорошего утра или дня, или вечера, когда вы смотрите всю эту историю. Всем чао-чао, пока.